Добрый день, дорогие друзья! Я бы хотела сегодня э, показать вот такой небольшой обзор тех альстромерий, которые я получила через интернет-магазин в конце июня. Мы с вами делали распаковочку. Кому интересно еще раз посмотреть, ссылку оставлю в описании. После этого я еще показала, как я их пересадила в горшочки большего объема. Тоже ссылку оставлю в описании. И посмотрим, как они сейчас выглядят. Вот это вот, посмотрите, альстромерия фужера. Вот как она выглядит на самом деле. И вот как ее фотография. Ну, по первому цветению тоже еще мало можно судить. Но все равно красиво, мне нравится. Я вижу, что это не пересорт. Эта альстромерия будет у меня высотой 80 сантиметров. Вот. Сейчас она у меня находится в горшочке. Вот посмотрите, какого размера горшок, как она выглядит. Вот это лишнее я лишнее вот это вот мы сейчас уберем. Он немножко уже окреп у меня, поэтому можно уже вот так вот вытаскивать. Но все равно нужно делать это осторожно. Двумя пальчиками придерживаем и выдергиваем. Вот так. Вот этот еще толстый. Ну, вот сам ушел. Хорошо. Вот что мы видим. Остается две веточки. Ну, это уже отцвела. Я ее пока не буду. Вот видите? Я ее пока не буду отрывать в надежде, что вот здесь один крупный у меня. Коробочка крупная. Может быть, там семена у меня завяжутся. Я все время надеюсь, что у меня какая-то альстромерия завяжет семена. Вот такая вот красавица, высокая. Будет прекрасно выглядеть у меня в саду. В этом году я ее оставлю, чуть позже я ее разделю на два и оставлю зимовать в тепличке, неотапливаемой теплице. А на следующий год одну оставлю в горшке, а одну посажу в сад. Вот. Одну как резерв ставлю. Так. Вот другая альстромерия. Бриансон. Ну, такая у меня уже есть в саду. Пишут 70 сантиметров заявленная высота. Но она выше у меня в саду. Я уже делала обзоры ее, показывала не раз. Какая она красивая, как она красиво цветет. Вот тоже пышно нарастает. Сейчас я покажу вам этот цветочек. Так не видно? Вот видите, высокая она какая. Сейчас я немножечко опущу горшок. Покажу вам, как она выглядит. Вот такой цветок. Вот так красиво выглядит. Здесь мы тоже аккуратно все это ненужное удаляем. Я вам говорила, что когда растения совсем молоденькие, хрупкие, лучше этого не делать. Лучше просто, вот видите, как здесь было. Вот так вот. Оторвано просто. А теперь можно их уже и повыдергивать. Оно уже довольно-таки окрепшее. Сейчас я еще заглянем мы с вами вниз. Вот посмотрите, корни уже появляются здесь на нижней части. Видите, пытаются убегать. Поэтому я вот в последнее время я придумала, мне пришла идея вот такая в голову, чтобы сажать альстромерии вот такие горшки подвесные. Вот такие подвесные горшки, у которых есть вот такая вот чашечка.
Тогда им некуда уползать. Тогда они спокойно заполняют весь горшок. Так, это у нас, смотрите, какая пушистая. Ну, я ее сейчас тоже почищу немножко. Это Валентин. Ну, она побольше, чем все остальные, потому что изначально она пришла в горшке в 2-литровом. Вот. Они заявляют 40 сантиметров высота. Ну, я думаю, где-то полметра она будет обязательно. Вот посмотрите, какая она красивая. Сейчас, смотрите. Беловато-сиреневый фон. И на нем более темные сиреневые оттенки. Видите? Я хотела вам показать сейчас. Вот сравнить. Вот эту астромерию тоже я получила там. Она называется Лукас. Вот Лукас. Сейчас покажу вам, как она цветет. Вот Лукас. И вот я хотела показать разницу между этими двумя цветками. Вот посмотрите. Лукас полностью фиолетовый фон, и на нем белые разводы. А здесь даже больше белый фон, и на нем фиолетовые разводы. Видите? Разные цветки. Но оба красивые. Вот Лукас у нас заявлен 20 сантиметров. Посмотрите, какой симпатичный цветок. Ну, вот он нарос еще не так сильно. Гляну сейчас нижнюю часть. А ну вот корешочки. Видите, вот тут корешочки уже убегают. Трудно поймать камеру мне сегодня что-то. Хорошо. Так, ну продолжим вот мы вот с этим. С Валентином. Видите, здесь как много, которые подсохли. Сейчас я их все уберу. Сначала подсохшие убираем. Вот эти вот тоненькие, они тоже, вот такие вот тоненькие веточки, они тоже пользы никакой особо не приносят. Я оставлю совсем немножко для фотосинтеза. А так я бы их хотела убрать, чтобы пошли потом вот такие вот побеги более крупные, с цветоносами. Как обычно это и происходит. Так, вот не забываем, когда выдергиваем, не забываем поглядывать. Ничего нету. Эту альстромерию я уже когда сажала, разделила сразу на 2 штуки. У меня там сидит еще второй горшочек. Хорошо себе. Так, продолжим. Вот здесь тоже я схватила сразу несколько, немножечко тороплюсь. И тоже вырвала с кусочком корешочка. Ну, это будет у меня 100% уже. Вот 2 штуки уже, которые у меня кандидаты будут в горшочек маленький, который я рядом обычно ставлю, чтобы знать, какое это растение, какой сорт.
Вот пока из тех, что зацвели, я никакого пересорта не наблюдаю. Но я должна сказать, что я уже заказывала в прошлом году у них. Мне очень понравилось, как они обрабатывают заказ, как они присылают, как упаковка. Очень хорошего качества. И тоже не было никакого пересорта. Ни одного. Ну, вот так. Вот так молодой росточек оставим. Здесь идет с бутончиком. Одну веточку так оставим. И вот так. Вот это все, что мы оставим. И он у нас пойдет с новой силой. Дальше. Так, и сейчас я вам покажу вот такую астромерию. Это тоже пришла астромерия в горшке 2-литровом. Большой был. Это называется Эмилия. Эмилия. Она здесь распустилась. Здесь фотографий нету на картинке. Но посмотрите, как она выглядит. Посмотрите. Какая необычная. Такой еще у меня не было. Необычно выглядит. И смотрите, какие побеги. Если уже она, оказывается, цвела, я даже не обратила внимания. Это я уберу. По сравнению с предыдущей альстромерией, побеги здесь намного толще. Поэтому сейчас я посмотрю, чтобы мне слишком много. Так. Тоже она заявлена на 40 сантиметров высоты. Ну, то, что сейчас она цветет вот так невысоко, это еще не показатель. Вот видите, первые были более короткие, вот уже следующие более длинные. Я думаю, за 50 сантиметров она спокойно уйдет. Вот так вот, друзья. Она была посажена тоже в такой же горшок, в подвесной. И поэтому нет возможности сейчас заглянуть в корневую систему. Но судя по тому, как она наросла, посмотрите, понятно, что все у нее в порядке. Вот так. Это как раз то, что я сегодня хотела вам показать. Вот. Опять же повторюсь, что многие говорят, что после деления или первый год альстромерия не цветет. Да, она не цветет прям так пышно, как должна. Конечно, у нее нету столько побегов, столько возможностей. Но все же, как вот, судя по моему опыту, после деления, после пересадки, 2 месяца достаточно альстромерии, чтобы начать цвести. Подписывайтесь на наш канал, дорогие друзья. Будем продолжать наблюдать за такими прекрасными цветами. Будем продолжать учиться выращивать их. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Всего доброго.